Привет-привет, с вами Алена, и у нас сегодня продолжение нашего многосерийного фильма «Почти как Санта-Барбара». Эти ногти я делаю не впервые, это на постоянной основе, и, как всегда, парочку ногтей, да, в суперклее и будут. Помните, мы делали такое прикольное прозрачное наращивание, и все равно еще кончики у нас остались блестящие. А в прошлый раз мы сделали очень крупную объемную инкрустацию, которую мне, как всегда, пришлось еще и снимать с трудом. Крепили мы все это дело на полигель, промазывали базами, топами. Короче, что только мы там не делали. Кому интересно, ссылочку на тот маникюр могу оставить, но продержалось все просто на ура. Ногти носили ровно месяц, если не ошибаюсь. Вот так выглядят инкрустации, которые я отковыриваю. Для снятия такого объема декора я всегда использую кусачки, которыми мы стрижем ногти на ногах. То есть, просто только они справляются, больше ничем, к сожалению, не снять. А многие используют старые маникюрные кусачки, но я хочу сказать, что тоненькие лезвия вряд ли что-то нормально снимут. Они просто погнутся, и все, а вы перепсихуете, и ничего хорошего не получится. Мы, переходим к снятию. У нас тут вот та самая отслойка, которую заливали суперклеем. Вот как-то так это выглядит. Такое не очень. Но зато я считаю, что это лучше, чем просто весь оторванный ноготь. Наш, в конце концов, просто остался целый. И вот после того, как мы закончили снятие, у нас все еще остаются прозрачные подложки. И мы решаем не перенаращивать, а выполнить коррекцию на эти ногти. В конце концов, вроде все так неплохо стоит, и зачем мучиться лишний раз перенаращивать ногти, когда здесь все так ровно и хорошо. Мы отодвигаем кутикулу пушером, используем обратную сторону для того, чтобы счистить птеригий. Это особенно хорошо, когда, знаете, бывает такая она жирненькая, напитанная эта кожица, ввиду там, не знаю, использования каких-то кремов или масел. Иногда с некоторыми клиентами такое бывает. Поэтому убираем все излишки, дальше используем, как всегда, присыпку и уже дорабатываем фрезой. Как всегда в работе фреза педикюрная, я себе в последнее время не изменяю, она действительно мне очень сильно нравится, но я поняла, что мне тут не хватило, и я взяла немножко поострее, доработала пламенем. Но чаще всего я справляюсь и одной фрезой, как говорится, раз на раз не приходится. После чего делаем срез, и тут, как всегда, вот прям конкретно в этом случае главное не перестараться, потому что очень тонкая кожица, много срезать нельзя. Режем чуть-чуть и дорабатываем шлифовщиком. У меня с желтой насечкой. Можно также сделать это шариком, а можно тем же самым пламенем. Просто мне вроде как так сподручнее и удобнее. Естественно, дорезаем, уж это всегда классика жанра. И тут берем пилочку. У меня мягкий абразив, мне практически ничего пилить не придется, и наш фирменный знак — это сердечко. Мы только чуть-чуть поправляем форму, мы решили сделать наши ноготки немножко острыми, точнее, чуть-чуть поострее, потому что мы понимаем, что еще материал выкладывать, и чтобы они все-таки не были овальными, а именно стали острее, такие все-таки более миндальные. Вот мы чуть выровняли, и дальше уже переходим к подготовке ногтя. Мы наносим праймер бескислотный, у меня был от опция, и дальше наносим базовый гель, у меня от Leo он жидкий, как раз на подложку. А тут у меня сборная солянка. Я частенько так делаю, когда у меня остаются всякие разные гели, по чуть-чуть я собираю в одну баночку, добавляю прозрачки, блесточек, всякого такого. В общем, колерую на свое усмотрение. Получается вот такой интересный вариант. В принципе, уже и так было хорошо, можно было оставить. Но мы будем делать интересный дизайн. Кстати, сегодня очень крутой, весенний. Как видите, я сейчас поднимаю провисающие параллели, для того, чтобы все было ровненько со всех сторон, сбоку, спереди и сзади, кстати говоря, тоже нужно обязательно попилить. У меня это маленькая твердосплавная фреза. Наши ногти готовы. И теперь мы переходим к выбору цветов. Тут я взяла... Честно, сильно не думала, просто мы выбрали цвета, которые нам понравились, и решили с ними что-то замутить. Придумывали прямо на ходу. Я использую базу для растекашек. У меня торговая марка «Имень». Или «Имень». Не знаю, поправьте меня, как правильно. Главное, что растекается хорошо. Кисточкой для омбре я наношу в произвольном порядке, чтобы это немножечко растекалось и распределялось. Излишки убираю вот таким вот образом. Салфеточкой я ее чуть-чуть намочила, чтобы не на сухую, а именно на влажную.
Дальше добавляю на следующие пальчики. Всегда собираю в разной последовательности. Мне кажется, что прикольно, когда они все разные получаются. Ну, в принципе, так у нас и вышло. Я хочу сказать, что здесь видео ускорено. Обычно такие растекашки делаются достаточно медленно. Ну, то есть приходится ждать, чтобы это все стекло у тебя с кисточки. Если где-то не дорастеклось, можно просто взять тонкую кисть и доработать. Естественно, каждый пальчик просушиваем отдельно. А на безымянный палец мы решили нанести сначала цвет под ложку, его просушить. Доработали тонкой кисточкой, хотя очень странно, почему я здесь не воспользовалась скошенной. Ну, не знаю, видимо, было неохота доставать. В общем, нанесли вот таким вот образом. И здесь у нас растекаться будет немножко по-другому. Мы, по-моему, не будем использовать здесь базу. Да, я сразу стала растекать на цветник. То есть мы его не просушили, и прямо на этот же самый цвет мы поставили наш вот этот вот замес. Дальше тонкой кистью я произвольно помогла размазаться. Видите, сделали такие прожилки. И все это тоже отправили на просушку. Ой, а тут вообще классный цвет, мне очень сильно он понравился. И я вообще люблю желтенький, рыженький, да любой яркий я люблю, чего уж там скрывать. В общем, здесь у нас будет такая вариация по цвету. И на выходе у нас получился маникюр везде прикольный и везде разный. Дальше мы решили, что нам нужно чуть-чуть блеска, и мы добавили его на указательный и на большой палец. На указательном немного возле кутикулы, а вот большой покроем целиком. Это у меня блесточки от Люксио, там осталось их совсем мало. И я пока не хочу заказывать еще. Если вы, кстати, знаете аналоги вот такого же красивого светлого золота лимонного, пожалуйста, напишите, в какой фирме есть. Я с удовольствием закажу. Потому что я вроде уже говорила, да, что я не хочу их покупать, потому что 4 грамма, 1200, это прям вообще какой-то космос. Обычная вроде слюда, просто вот, нету времени ковыряться в интернете и искать, где там какая есть. Короче, если кто знает, дайте знать в комментариях, ладно? И здесь мы также наносим базу для растекашек и в произвольной форме ставим ляпушку сюда, какое-нибудь пятнышко, которое красиво растечется. Вот как-то так. И обязательно еще затечет в кутикулу, как у меня, и потом придется вытирать. Короче, это такая неприятная штука, поэтому будьте внимательны. Ну, а мы решили все это дело перекрыть матовым топом. И, как всегда, обязательно в конце нужно пилочкой подровнять и все подчистить. После чего мы поняли, что блестки недостаточно блестящие, поэтому решили, что будем дорабатывать все это глянцевым топом. И выделим именно блестящие участки только глянцем. Но как раз в этот момент Алене на объектив опять попала пыль. У меня какой-то проклятый объектив, туда все время что-то прилипает, поэтому получилось мутновато. А тут я воспользуюсь своей любимой техникой, но не моей персональной, а просто я люблю в этой технике наносить цветник. Это скошенной кистью, либо любой плоской, главное, чтобы она была такая тоненькая, как для китайки. Разносим липкость и потом в один слой на раз-два перекрываем просто цветником, без проблем. Я всегда бока прорабатываю тонкой кистью, а в кутикуле все встает само. Ну и вот такой красивый результат. Конечно, здесь есть цветокоррекция, но зато как круто смотрится. Ну что, всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч. И да, напишите про блестки в комментариях. Ладно, мне правда они нужны. Лимонное золото я ищу. Вот, а теперь точно все. Пока-пока.